Всем привет, с вами Сева Приходько, и сегодня у нас на обзоре уже 8-е поколение моделей ThinkPad X1 Carbon. Это стильный и легкий ноутбук, который объединил в себе современную эстетику с практичностью функций. 14-дюймовый экран с разрешением Full HD, то есть 1920 на 1080 пикселей, и при очень небольших размерах и весе ноутбука он является мобильным и универсальным таким рабочим инструментом. Ну а детальнее предлагаю с ним уже познакомиться у нас в обзоре. Для начала хотел бы сказать, что ThinkPad X1 Carbon ориентирован в первую очередь на бизнес-пользователей, ну и для тех, кому вообще постоянно нужен ноутбук в работе. Эта серия не новая, и эта модель не исключение. Ноутбуки все такие же надежные и удобные, и мне кажется, именно как рабочий инструмент. Это легендарный ноутбук премиум класса, который продуман просто до мельчайших деталей и сочетает в себе надежность и непревзойденную производительность. Я, конечно, не говорю о том, что это игровой девайс, это можете все запустить, все будет летать, но он отлично подойдет для повседневных задач и даже, знаете, с такой нормальной нагрузкой на железо, плюс у него хорошая эргономика и очень привлекательный стиль. Крышка здесь открывается легко одной рукой, даже когда нет нормального сцепления с поверхностью. Есть ощущение, что она, знаете, прям как-то, не знаю, сама открывается, хотя это только тактическое впечатление, и тут стоят обычные петли, вернее, как обычные, они такие же достаточно жесткие, чтобы удерживать ноутбук в абсолютно любом положении. И, кстати, крышка открывается здесь на 180 градусов, что может быть полезно для, например, демонстрации какой-то презентации своему коллеге. Дисплей у меня, как я ранее уже говорил, здесь обычный Full HD 1920 на 1080 пикселей, но бывают эти модели и с сенсорным экраном, и бывают модели с 4К дисплеем. Цвета здесь очень сочные, а в 4К доступна технология Dolby Vision и глубина цвета в 10 бит. Правда, рассказывать о цвете я могу только какие-то личные впечатления и какие-то точные характеристики, потому что, все-таки вы видите сейчас картинку на своем девайсе, я не знаю, там, смартфоне или телевизоре, и крайне сложно вообще описать цвета словами. Это просто нужно видеть, но я вас уверяю, что картинка здесь, во всяком случае, шикарная. Прочность, вес и габариты в ноутбуке, как и подобает, на уровне моделей высокого класса. Покрытие корпуса здесь очень приятное и тактильное, но местами бывает немножко марким, поэтому с жирными пальцами я не советую лезть к клавиатуре. Хотя, если быть объективным, то я ни к какому ноутбуку не советую лезть с жирными пальцами. Кстати, раз вспомнил о клавиатуре, есть пару моментов, которые, меня лично немножко раздражали. Я с непривычки путал здесь клавиши FN и Ctrl. Не могу сказать, что это прям критично, но нужен все-таки адаптационный период, чтобы привыкнуть. Второй момент — это кнопки Page Up и Page Down, которые разместились возле стрелочек. И тоже скажу, что привыкнуть к этому нужно, и поначалу могут быть какие-то мисклики. Если говорить про клавиатуру в целом, то клавиши тут быстрые и тактильные. Есть два уровня подсветки здесь. И также есть приятный бонус в виде горячих клавиш для конференц-связи. То есть можно удобно принять или, например, отклонить вызов одним нажатием клавиши, которые разместились вот здесь. Чуть ниже клавиатуры у нас разместился тачпад. У него оптимальный, я считаю, размер, то есть небольшой, не маленький. Есть клавиши как сверху, так и снизу. Стеклянная поверхность выглядит великолепно, а палец скользит уверенно и четко. Кстати, с ноутбуком также удобно работать и с помощью нашего трекпоинта, который разместился в клавиатуре. Справа от тачпада у нас разместился сканер отпечатков пальцев, срабатывает 10 из 10. Правда, я не сильно часто им пользовался. Тут есть функция распознавания лица Windows Hello, которая тоже срабатывает четко и быстро. Но есть один момент, я еще на своем домашнем ноуте давно привык пользоваться шторкой для камеры. Не то чтобы я там сильно боюсь, что за мной кто-то следит, но шторка есть, почему бы ей не пользоваться. И логично, что Windows Hello работает с камерой, и когда шторка закрыта, то как бы разблокировать ноут лицом не совсем возможно. Вот в этом случае я как раз и пользовался сканером отпечатков пальца. Вы можете пользоваться, например, с помощью пароля. Как бы там ни было, но все срабатывает достаточно четко. И еще, что важно, друзья, я думаю, вы в курсе, как работает YouTube. Сейчас очень важно, чтобы вы опустили видео чуть-чуть ниже и поставили лайк, а еще лучше написали комментарий.
Возвращаясь к ноутбуку, расскажу, что здесь у нас по портам. Слева у нас есть два Thunderbolt 3, по которым можно заряжать этот ноутбук. Далее есть порт Ethernet, который будет работать у нас с вот таким вот переходником, который есть в комплекте. Не уверен, что это прям must-have, но тем не менее приятно, и почему нет. Далее у нас есть здесь USB 3.1, HDMI и комбинированный аудиовыход. Как по мне, максимально усеяно портами, но с правой стороны у нас здесь разместился один USB 3.1, слот замка Kensington и клавишу включения. Кстати, клавишу включения на боковой грани я считаю супер удобной. Было бы еще круче, если бы в ней был бы сканер отпечатков пальцев. Хотя, возможно, это сильно удорожает устройство, потому, это не то чтобы придирка, это скорее просто размышление вслух. Сканер возле тачпада — это, я считаю, классика, и ничего против такого решения лично я не имею. По характеристикам, конкретно у меня здесь Intel Core i5-10210U, 16 ГБ оперативки и 512 ГБ SSD-шка. Отдельно хочу упомянуть про звук этого ноутбука. Девайс здесь оснащен аудиосистемой Dolby Atmos. Эффект присутствия обеспечивается с помощью двух динамиков, которые у нас направлены вверх. Это высокочастотные динамики. И есть у нас два, которые направлены вниз. Это низкочастотные. И я вам скажу так, динамики тут очень громкие, как для ноутбука. И это, пожалуй, лучшее решение, которое я вообще слышал. Здесь непривычно даже есть бас, и звук объемный не только по спецификации, как часто все производители указывают на сайте, но и вот прям в реальной жизни, на практике. Звуком реально легко заполнить помещение, вот как я сейчас сижу в студии, где-то 15-20 квадратов, и это вообще впервые я использовал ноут как средство для прослушивания музыки. Что касается автономности, то у меня получалось примерно 10 часов в таком рабочем нормальном режиме. То есть на день без подзарядки ноута должно вам хватать с головой. И еще есть нюанс по поводу батареи. У меня был Synbook и до этого от Lenovo, и я вообще на постоянке использую свой Legion Y540, и есть встроенный софт здесь от производителя, который называется Lenovo Vantage, и там есть такая функция, которая продлевает срок службы вашего аккумулятора даже там спустя несколько лет. Особенно это будет актуально тем, кто часто работает от сети. Суть в чем? Вы указываете, чтобы аккумулятор заряжался не на 100%, а, например, начинал заряжаться там от 75 и заканчивая на 80. Тем самым аккум никогда не заряжается до предела. И действительно, даже спустя 2-3 года батарея будет все равно в отличном состоянии. Ну и кроме того, в Vantage вы можете загрузить последние, не знаю, там, обновления для BIOS. Кстати, недавно прилетало на Legion. Проверить статус гарантии, изменить настройки режима ожидания, питания. Вот даже сейчас тоже тут есть уже обновления. В общем, много всего по настройкам. Обязательно заходите и делайте все настройки под себя. Я считаю, что ThinkPad X1 Carbon 8-го поколения компактный, легкий, и несмотря все равно на это, достаточно производительный ноутбук, который сегодня точно легко справится, знаете, не только с повседневными какими-то задачами, но и так, даже с чуть запасом на будущее. С ним точно не стыдно будет отправиться на деловую встречу, посидеть в кафешке, и сразу, как берешь его в руки, ощущаешь премиальность устройства, причем начиная от материалов, из которого он изготовлен, до функционала, который он просто тут напичкан по максимуму. Ну и самое важное, друзья, прямо сейчас, напоминаю, очень ответственный момент. Вам необходимо опуститься чуть ниже видео, поставить лайк, обязательно написать комментарий, как вам ноутбук, как вам обзор. А с вами был Сева Приходько. Я надеюсь, что обзор вам был интересен. С удовольствием пообщаюсь с вами в комментариях. И если вы впервые на канале, то обязательно прямо сейчас подписывайтесь. Тут выходит много всего интересного. Ну и как всегда, скоро увидимся.